Давайте немного проработаем фару. Значит, чтобы закончить в примитивном виде вот это место фары, нам нужно сделать все зазоры и отрезать поверхности фары от кузова. То есть на самом деле не бывает так, что замоделили кузов, а потом просто вырезали фары. Всегда учитываются и радиуса, и расстояния, и зазоры, все, которые проходят. То есть просто так нельзя вырезать, особенно в таком случае, как здесь, когда все сходится на одно ребро, такого просто не бывает. Вот, поэтому мы сейчас построим поверхности, отрежем фару, сделаем зазор, чтобы было понятно, как дальше там будут проходить радиуса. Так, для этого нужно подсмотреть, как выглядят линии. Так, ну начнем. Видим, что здесь линия фары уходит прямо в это ребро и равномерно удаляется от него дальше. Поэтому мы построим примерно по такому же принципу. Так, сначала строим вторую степень и привязываемся по кривизне, а потом, удалив историю, можно на виде сверху вот так направить. Мы, скорее всего, да, будем проецировать это все дело на виде сверху. Вот. Это не факт, но так. В данном случае меня не сильно волнует, как выглядит эпюра. Так, чтобы спроецировать вот с этого вида, вот меня здесь устраивает, как линия ложится на поверхности, но это не вид сверху четкий. Вот, я хочу именно с этого вида спроецировать. Вот, чтобы продолжить построение кривых и запомнить этот вид, можно просто построить plane from view. Вот, и назвать ее там как-нибудь, если это возможно. Фара 1. Вот, продолжить строить линии, и когда нам придется вернуться в этот вид, мы нажмем Set Construction Plane, выделим
Вернем Set Construction Plane. Когда мы выберем вид топ, то как раз вернемся в этот вид. Так, видим, что здесь Construction Plane фара 1 включен. Выключим его и построим нижнюю линию, вот эту. Тоже нужно так повернуть, чтобы поймать движение. Так, ну допустим, что примерно будет вот так. Так. Ну да, тут, скорее всего, было как-то не так. Хотя, может... Не, давайте здесь попробуем иначе. Вот так. Вот. И для этого вида мы создадим Construction Plane. View. И назовем фара 2. Так. Удалим историю этих кривых. Что нам нужно дальше? Нам нужно дальше построить поверхности. То есть проекция проекцией, но у нашей фары же есть какой-то корпус, который имеет стенки. И этот корпус должен соответствовать границам фары. Так что Set Construction Plane, топ. Хотя здесь уже не важно, в каком виде мы находимся. Мировые координаты изменились, и драфтом мы сейчас можем перпендикулярно нашей текущей плоскости выдавить поверхности стенок фары. Ну, double side в данном случае не обязательно. Мы его сделаем вручную. Вот. Это нижние, потом Toggle Construction Plane, выделим вторую, Set Construction Plane. Теперь у нас видно здесь, что мы в виде верхней нашей построенной линии. И точно так же выделяем эти кривые и драфтом вот так. Так, Construction Plane. Вернулись в свои изначально мировые координаты. Скроем эти поверхности в темп. Скроем Mesh. Удалим историю. Кривые нам сейчас не нужны. И вытянем наши поверхности.
Вот так выглядит пересечение с нашей фарой. Видим, что теперь при дальнейшем построении вот эти поверхности можно использовать как стенку фары. Так, и вот в чем самая большая хитрость, что сейчас нужно нам учесть уже, как будет выглядеть финальный результат, то есть когда здесь пройдет филет, когда здесь будет зазор, когда здесь будет радиус вовнутрь и радиус на фаре, как это все будет соотноситься между собой, когда у нас здесь поверхности сходятся в углу не по тангенсу, не по позиции, просто висят в воздухе. Вот это сейчас и надо будет решить. Так, поэтому мы начнем делать небольшие отступы. Отступы для того, чтобы оставить место для радиуса, который пройдет здесь, между вот этими поверхностями. Потом сделаем отступ, зазор между фарой и отрежем уже фару. Чтобы делать эти отступы, можно пользоваться офсетом. Так, офсетом можно сразу выставить расстояние. Ну давайте, да, для радиуса вот здесь оставим 4 сделаем 4 миллиметра отступ. Выделим поверхности. Точно так же и сделаем с этими поверхностями. Так, теперь старые можно скрыть, которые мы построили, а на новые, удалив историю, проверить обязательно нашу кривизну здесь. Видим, что после офсета она порушилась, поэтому нужно перепроецировать. Так. Вот это расстояние будет вот это все останется на кузове, вот эта часть, что за пределами наших поверхностей, и нам придется вот это как-то сгладить. Дальше мы оставляем зазор. Ну давайте сделаем 2 миллиметра. Это не так много. Вот так. Мне кажется, совсем маленький. Ну ладно, пусть будет 2 миллиметра. Удалим историю. И проверим кривизну снова. Снова она пропала. Вот так. Удалим историю. Вот, и теперь все, что вот внутри, будет нашей фарой, а все, что снаружи, будет кузов. 2 миллиметра уйдет в небытие. Так, давайте отрежем и поработаем с кузовом сначала. Скроем внутренний офсет.
Intersection. Будем пользоваться дивайдом, чтобы отрезанные между собой поверхности не были связаны. Так, чтобы вот эта часть фары была отдельно от этой поверхности. Так, дальше вот этот кусок. Нам нужны вот эти части, divide. Прячем. И верхушка. Divide. Вот так. Divide. Спрячем. И можно спрятать наши поверхности тоже. Сейчас они нам не нужны. Сейчас нам важно разобраться вот с вот этим моментом. Значит, так как здесь пройдет два радиуса. Один будет блендить вот этот угол, а второй будет заворачивать фланец вовнутрь машины. То вот этот переход, он этими радиусами съестся автоматически. Но, чтобы его построить, нам нужно такой построить переходную поверхность. Значит, радиус на фаре у нас заканчивается где-то вот здесь, да, как видно, этот угол. Поэтому чуть выше его можно даже взять еще больше, вот так. Мы отрежем вот так. То есть теперь, когда дискард. Теперь, когда пройдет здесь радиус, нам ничего мешать не будет, и он плавно перетечет на двойки и четверки, кривизна. Удалим историю. Вот. То есть этот радиус плавно перетечет в нашу поверхность, как будто это была одна поверхность всегда. Вот. Место для радиуса готово. Так, ну с этим все. Пока на кузове мы все сделали. Теперь давайте дорежем нашу фару. Ее мы будем резать внутренними офсетами. Вот так, скроем все лишнее. И, кстати, очень часто бывает такое, что вот такие кусочки, они являются абсолютно лишними. То есть, если мы сделаем антрим вот этой поверхности, то разница между этими двумя кусочками и этой поверхностью настолько несущественна, что нет смысла использовать такие мелкие поверхности
для дальнейшей работы с фарой. То есть, в принципе, мы их можем просто скрыть и использовать нашу вот эту поверхность вспомогательную полностью, без кусков. Вот так. Keep. 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 Еще один. Вот так. Все, теперь это можно скрыть в темп и посмотреть, что у нас есть. Это тоже можно скрыть в темп. Пока что. Вот теперь у нас есть поверхность кузова законченная, вот благодаря вот этому патчу, и поверхности фары. Но сейчас нам нужно учитывать, как в дальнейшем пройдет здесь радиуса. Как мы видим сейчас, они уже не сходятся в одну линию, и нас ожидает здесь ступенька. Поэтому, чтобы этого избежать, нам нужно совсем незначительно поправить вот это пересечение наших поверхностей. Вот, для этого не обязательно что-то достраивать, просто надо убедиться, что мы не залезем для модификации вот этого маленького уголка, не затронем всю поверхность фары. Поэтому мы где-то вот до сих пор отрежем кусок фары. Схватим вот эти CV-шки. Вот до сих пор. Вот так. И по нормали немножко опустим вниз вот до вот такого пересечения, да, чтобы у нас этот угол сходился в одну точку. То есть сейчас уже видно, что при дальнейшем моделировании у нас есть здесь пересечение, и наш вот этот хитро выдуманный уголок закончится именно вот здесь. И здесь не будет никакой ступеньки и так далее. То есть вот все манипуляции, которые нужно было сделать. И как мы видим, что зебра выглядит отлично и не портит картину общую. Да, и вот этот уголок тоже выглядит вполне отлично. И нет никаких супер провалов и разницы. Вот такая подготовительная работа для дальнейшей работы с фарой. Но с фарой пока все. Единственное, что можно сейчас ее подкрасить. Так. Вот так выглядит наш кузовок сейчас. И как бы по логике видно, что все здесь заканчивается уже нормально, без всяких проблем. Если вам понравился этот видеоурок, подписывайтесь на канал, присоединяйтесь к группе в Фейсбуке и делитесь этим видео.